Привет, ребята! Сегодня у нас очень интересная тема о легендарных глифах. Сколько их можно получить в месяц, совершенно не донатя. Многие игроки после выхода моего ролика о новой системе резонанса начали спрашивать, сколько же ты задонатил, чтобы получить такое количество легендарных глифов и камней. Так вот, в этом видео я разберу с вами, сколько их можно бесплатно, не донатя, получать в игре каждый месяц, а также расскажу, сколько можно получить с умеренным донатом. Давайте с вами войдем в игру. Это видео будет очень полезно новичкам, которые не знают, откуда брать легендарные глифы, но на самом деле, просто выполняя задания игры и зная ее механику, можно получать до 30 легендарных глифов каждый месяц. Итак, ребят, первый способ получения легендарных глифов — это, конечно же, наш продавец глифов. Он находится на центральной площади рядом с порталами. И у него можно купить 2 легендарных глифа в неделю, каждый по 1600 платины. 1600 платины можно нафармить, просто выполняя задание боевого пропуска. Когда вы набираете 120 очков ежедневно из заданий боевого пропуска, в третьем сундуке награды у вас содержится 300 платины. Поэтому 300 умножаем на 7, получаем 2100 платины вы просто получаете, выполняя задание боевого пропуска. Но здесь еще есть особенность с вечным легендарным глифом. Его можно получить только вместе с ваучером. А ваучер выпадает только если вы пройдете любой рейд адского реликвария вместе со своим отрядом. Что же такое отряд и как получить этот ваучер? Давайте с вами разберемся. Если мы нажмем гамбургер, у нас будет кнопка такая внизу «Отряд». Если вы еще не состоите в отряде, то обязательно создайте свой или вступите с кем-то в отряд. Это могут быть ваши друзья, с кем вы играете, это могут быть просто знакомые с сервера, это могут быть вообще рандомные игроки с сервера. Но если вы собираете команду из 4 участников отряда и проходите любой рейд адского реликвария, то вместе с бонусами, которые вы там получите, вам выпадает ваучер. И этот ваучер и 1600 платины можно обменять на вечный легендарный глиф каждую неделю у продавца глифов. Таким образом, у нас уже есть 8 легендарных глифов в месяц, 4 привязанных и 4 не привязанных. Следующий способ, ребят, это собиратель эфесов. А он у нас находится на площадке, где находится поле боя. Вот здесь вот мы сюда и переместимся. Вот мы у собирателя эфесов, и у него можно купить 1 легендарный глиф в месяц. Да, конечно, это не так много, но тоже добавляет 1 глиф в нашу копилку. Что самое интересное, у него можно купить теллурические жемчужины. И если мы соберем 40 таких жемчужин, то мы сможем скрафтить любой 5-звездный камень звездностью 2 из 5 у ювелира. И такие теллурические жемчужины продаются по 1 в неделю. Но легендарный глиф у него можно получить только 1 в месяц. Следующий способ получения легендарных глифов очень интересный, и он относится к вашему клану. Ребят, если вы еще не состоите в клане, вы теряете очень много бонусов, поэтому обязательно вступите в какой-нибудь клан. И у клана есть башни, которые они защищают. Как их посмотреть? Эти башни находятся в разделе под гамбургер, дальше клан, потом проклятые башни и затем карта боев. Если у вашего клана есть легендарные башни, то, выполняя все задания башен, очищая их от наплыва монстров, можно получить 1 легендарный глиф. Но здесь есть одна особенность. Башни бывают легендарные и нелегендарные. Конкретно у нашего клана, мы достаточно слабенький клан, у нас обычные башни, которые дают простенький бонус и простенькие награды. Видите, в наградах у меня только останки демонов для адского реликвария. Во второй башне тоже только остатки демонов. Но есть очень сильные кланы, у которых есть легендарные башни, например, Synergy. Вот если мы посмотрим на эту башню, то в ее наградах будет легендарный глиф. Видите, он вот здесь вот внизу.
И если они очистят эту башню, заберут все награды, то в одном из сундуке будет один глиф. Капы башен сбрасываются раз в неделю, поэтому можно получить до 4 глифов с одной башни в месяц. Ну и если у клана 2 легендарные башни, это уже 8 легендарных глифов. Поэтому, ребят, вступайте в сильный клан. Также, ребят, очень интересный способ получения легендарных глифов – это обычные события в игре. Их посмотреть можно в центре событий. Нажимаем на гамбургер, события, и мы ищем события, где в наградах содержится легендарный глиф. Например, вот клык и коготь. Здесь у нас различные сундуки, ключи, предметы экипировки, телурическая жемчужина. И смотрите, если мы наберем 575 очков, мы получим 3 легендарных глифа. Но на самом деле, если немножко округлить, то события игры могут дать от 4 до 6 легендарных глифов в месяц. И это отличный ресурс для того, чтобы фармить глифы. Ну и, конечно же, ребят, не стоит забывать о древнем портале. Ведь с помощью древнего портала мы фармим специальный ресурс, за который мы потом можем купить вечные легендарные глифы. Ребят, вот мы и у портала, и давайте посмотрим, как это работает. Мы, заходя в портал, можем найти группу, а также использовать наши редкие глифы и можем использовать наши легендарные глифы. Но смотрите, за прохождение этого портала мы получаем специальные награды. И здесь есть такой ресурс, который называется мерцающий уголь. И этот уголь – ключевой ресурс к получению вечных легендарных глифов. Обратите внимание, что сверху указано, сколько у вас всего глифов и ресурсов. И если мы нажмем на этот мерцающий уголь, мы увидим, что у него есть еженедельные капы. 280 базовый еженедельный лимит и 120 дополнительный еженедельный лимит. Что это значит? Что в неделю мы можем получить 400 единиц мерцающего угля. И что интересно, у подмастерья ювелира мы можем из 320 мерцающего угля скрафтить один вечный легендарный глиф. И вот наш подмастерье ювелира, заходим в нее, нажимаем «Обработка самоцветов» и «Создание». И здесь есть вечный легендарный глиф. Если мы на него нажмем, и здесь мы видим, что для создания одного вечного легендарного глифа нам нужно 320 мерцающего угля. Ну, у меня нафармлено уже 1052, я давно их не обналичивал. Давайте один скрафтим. Да, изготовить предмет. Вот так это делается. Получается, ребят, что в неделю мы можем накрафтить 400 мерцающего угля, проходя древний портал. Это значит, что мы получаем 1600 в неделю, и если мы делим это на 320, у нас получается 5 непривязанных вечных легендарных глифа, за которые, сходя в портал, мы сможем получить легендарный вечный самоцвет, или он называется непривязанный самоцвет. Также, ребят, очень интересный способ получения легендарных глифов – это поле боя. И многие об этом забывают и даже не бегают сражаться с другими игроками. Но я считаю, что это одна из основных функций этой игры. Давайте посмотрим, что это такое. Вот мы подошли к капитану поля боя, и давайте посмотрим, как же получить эти 10 легендарных глифов. Мы нажимаем на него, выбираем поле боя, и смотрим свой рейтинг. У меня сейчас конкретно золото 2. И тут нужно учесть, что награды получаются за сезон, а сезон длится примерно 2 месяца. Поэтому, рассчитывая, сколько мы можем получить в месяц, я просто буду делить это количество на 2. Давайте посмотрим мой рейтинг. И мы видим, что за каждый уровень, который мы достигаем на поле боя, мы можем получить ежесекундные награды. То есть как только мы перешли на этот уровень, нам сразу же по почте прислали это ключи, струящийся осколок, ну и камни перековки. В общем, все то, что нужно, чтобы крафтить более мощное оружие. Но за итоги сезона вы будете получать нижние награды. А это значит, что по итогу сезона мы получим награды, соответствующие нашему рангу. Конкретно сейчас я нахожусь на золото 2, а это значит, что я получу 38 камней перековки, но самое главное, это, конечно, 48 обычных самоцветов и 5 глифов.
Вот почему важно играть в PvP и получать легендарные глифы. Но как получить 10? Нужно просто дойти до легенды. Вы видите, что легенда дает, помимо всех наград за ранг, вы еще получите 42 камня перековки, 66 обычных самоцветов и 10 легендарных глифов. Получается, что за сезон, который длится 2 месяца, если мы дойдем до легенды, это отдельная тема для разговора, мы получим еще 10 легендарных глифов. Ну а если поделить это на месяцы, то получится по 5 в месяц. Ну и, ребят, конечно, не стоит забывать о последнем способе получения бесплатного легендарного глифа – это ваш боевой пропуск. Открываем боевой пропуск и смотрим, что он нам предлагает. Давайте посмотрим по уровням. Он где-то был, по-моему, на 20 уровне. Я его уже взял, да. В бесплатной версии боевого пропуска мы можем получить один легендарный глиф на 20 уровне. Поэтому просто бегая, выполняя задание боевого пропуска, вы обязательно получите этот глиф. Что же у нас получается, ребят? Я сделал специальную табличку, чтобы все было наглядно, и вы видели, за какое событие вы сможете получить сколько привязанных и сколько непривязанных глифов. И здесь мы видим, что привязанные глифы в месяц мы можем получить аж 19 штук, а непривязанные еще 9. Всего можно получить 28 глифов, привязанных и непривязанных. А это уже достаточно большое количество, и их я рекомендую использовать по 10 штук в древнем портале и желательно подгадывать под события зеркальных самоцветов, когда за 10 глифов вы получаете не только 10 самоцветов, но и 10 дублей. В общем, теперь, ребят, вы знаете все способы бесплатного получения легендарных глифов в игре. Но что, если вы немножечко донатите? Например, как я. Я очень умеренно доначу и покупаю в основном сервисы игры. Давайте посмотрим, что можно купить за донат и сколько мы из этого получим легендарных глифов. Для этого мы перейдем в магазин и посмотрим на вкладку «Услуги». И здесь есть 3 важные услуги, которые бустуют нас по мере игры в Diablo Immortal. Они периодические и не очень дорогие, но дают очень много бонусов. Например, расширенный боевой пропуск. И этот расширенный боевой пропуск сможет нам дать дополнительно 2 легендарных глифа. Давайте посмотрим боевой пропуск. Если мы посмотрим на расширенную, усиленную версию, то увидим, что на каком-то уровне, по-моему, на 10 уровне можно выбрать либо легендарный глиф, либо теллурическую жемчужину. Но так как я качаю конкретный самоцвет, я, конечно же, выбираю теллурическую жемчужину, потому что за 40 жемчужин ты сможешь скрафтить именно тот 5-звездный камень, который тебе нужно. Также легендарный глиф есть на 25 уровне. И здесь опять у вас выбор будет либо выбрать теллурическую жемчужину, либо глиф. Ну, я, конечно же, выбираю теллурическую жемчужину. Ребята, усиленный боевой пропуск, в зависимости от того, где вы проживаете и как донатите, стоит примерно от 300 до 500 рублей. Ну, я доначу с карты, и у меня он получается где-то 370, до 400 рублей. Ребят, и следующий способ умеренного доната, где можно получить легендарные глифы или ресурсы для их изготовления, это благословение изобилия. Временный ивент, он открывает награды, которые вы получаете каждый день, и среди этих наград 3 легендарных глифа. То есть в месяц вы можете получить 3 легендарных глифа. Но тут очень интересно, что помимо этих наград вы получаете определенные бонусы. Самое главное, вы получаете дополнительно еще 600 сфер, как только вы покупаете этот сервис. А также вы получаете дополнительные отсеки в сумке, вы получаете мгновенный доступ к рынку прямо из вашего арсенала. Это выглядит таким образом, что как только вы заходите в свой инвентарь, заходите на вкладку с мешочком, и вы видите здесь иконку рынка. Если мы на нее нажмем, мы сразу же перейдем к рынку. Не нужно никуда перемещаться, бежать и смотреть, что сколько стоит. Вы всегда имеете доступ прямо из вашего арсенала. В общем, благословение изобилия дает нам 3 легендарных глифа и 600 сфер. А 600 сфер можно потратить на приобретение вечных легендарных глифов. На 600 сфер можно купить 3
глифа, и еще немножко даже останется. Итого в месяц у нас получается 6 глифов, 3 привязанных и 3 непривязанных. И я считаю, что это один из самых выгодных способов задонатить в игру. Ну и очень выгодное временное событие, куда можно донатить, это, конечно же, тропа гения. Что она нам дает? Она нам дает бесплатные награды. Это пыль и камни, необходимые для прокачки зеленых предметов, а также нашего легендарного снаряжения. Ну и также, если мы покупаем этот сервис, то мы получаем награды из правого столбика. А это вечные сферы и ключи претендента. Ключи претендента очень нужны для святилища Ибн Фахта, где мы можем с помощью этих ключей получить необходимые ресурсы для прокачки наших второстепенных характеристик. Ребят, если вам интересно, как прокачивать свои второстепенные характеристики с помощью святилища Ибн Фахта, используя ключи претендента, что находится во всех 4 комнатах, то я могу сделать об этом видео, потому что я накопил достаточно ключей претендента, чтобы открыть все 4 комнаты. Напишите об этом в комментариях, и я обязательно сделаю видео. Так вот, бесплатная версия тропы гения не предлагает нам никакого намека на глифы. Но если мы чуть-чуть задонатим, это приблизительно 1200 рублей за сезон, а сезон длится 2 месяца. То есть это очень недорого, получается по 600 рублей в месяц. Если разбить, то мы суммарно получим 1280 сфер, 12 легендарных глифов и 640 ключей. Я считаю, что это очень выгодное предложение, и если вы задумываетесь, на что бы задонатить, то используйте этот сервис. В итоге с сезонной тропы гения мы получаем 12 привязанных легендарных глифов и 1280 сфер, за которые можно купить 8 непривязанных глифов. Итого 20 за сезон. И так как сезон у нас длится 2 месяца, то поделив на 2 мы можем получить 10 глифов в месяц. В общем, ребят, смотрите, мы получаем полностью free-to-play без доната. 28 глифов каждый месяц. Если мы умеренно донатим примерно 2000 рублей в месяц, мы получаем еще 18 штук. Донатить или нет, конечно же, решать вам. Но я считаю, если вы тратите столько самого дорогого ресурса, который у вас есть, это ваше время на эту игру, то задонатить на нее всегда можно. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, если вам нравится контент, который я делаю. А мы с вами увидимся в следующем ролике.